Почему достаточно просто подумать о чем-то грустном, и слезы наворачиваются? Почему от тревоги может заболеть живот, а от радости появиться мурашки? А может, вам знакомо ощущение, когда одна простая мысль вызывает прилив энергии или, наоборот, чувство усталости? Сегодня я расскажу, как наши мысли могут запускать настоящие биохимические процессы, влияющие на самочувствие и настроение. Давайте проведем небольшой эксперимент. Представьте, что вы держите в руках свежий желтый лимон. Вы разрезаете его ножом, сок брызжет на пальцы. А теперь представьте, как вы откусываете от него сочный кусочек. Заметили, как выделилась слюна? Почувствовали кислинку? А ведь это была просто мысль. Даже если перед вами лимона нет, ваш мозг начинает воспроизводить реальные ощущения. Яркие цвета, легкую кислинку, может даже легкое покалывание на языке. Проще говоря, ваше тело реагирует так, как будто вы действительно пробуете этот лимон. Что это просто воображение или наши мысли влияют на тело гораздо сильнее, чем мы привыкли думать. Вы, наверное, думаете, как такое может быть? Наш мозг устроен так, что он не всегда различает реальность от воображения. Когда мы мысленно переживаем что-то яркое, активизируются те же участки, которые отвечают за восприятие вкуса, запаха или прикосновения. В результате запускаются химические процессы, выделяются гормоны, которые могут влиять на самочувствие и вызывать ощущения. Чтобы лучше понять, как мысли превращаются в реальные сигналы организма, взглянем на пару интересных научных фактов. В одном из исследований участникам показывали видео, где другому человеку якобы делают укол. Даже зная, что боль симулирована, их мозг все равно реагировал, как будто боль была настоящей. Это означает, что наши представления способны включать механизмы, отвечающие за обработку болевых ощущений. Другой пример – так называемый эффект плацебо, когда пациенту дают таблетку, которая на самом деле не содержит активных компонентов, его состояние может улучшаться за счет веры в его эффективность. В таких случаях в мозге происходят изменения, связанные с высвобождением тех самых веществ, которые отвечают за облегчение боли и улучшение настроения. Подобные открытия подтверждают, что наши мысли – мощный инструмент, который влияет на гормональный фон и общее состояние организма. И если воображаемый лимон вызывает слюну, представьте, как ежедневно влияют на нас мысли тревожные, болезненные, грустные. То есть, когда мы просто вспоминаем неприятный опыт или снова и снова прокручиваем удручающие мысли в голове, в мозге активируются те же пути, что и при физической боли или стрессе. Но и обратное верно. Доброе воспоминание, чувство благодарности, вера тоже запускают настоящие процессы расслабления, восстановления, чувства тепла и безопасности. В повседневной жизни все это ясно ощущается. Перед важными встречами или экзаменами многие из нас испытывают волнение, сердце начинает биться быстрее, руки влажнеют, даже дыхание учащается. А когда мы думаем о приятных моментах, чувствуем, как внутри становится тепло и спокойно. Все это не случайность, а настоящая реакция нашего мозга, который мгновенно воспринимает информацию, опираясь на прошлый опыт и эмоциональное состояние. Осознавая эту связь, мы можем стараться направлять свои мысли в позитивное русло и учиться контролировать внутренние реакции. Это не только поможет уменьшать стресс, но и находить гармонию внутри себя. Ведь наш мозг настоящий режиссер. Он запускает целый каскад биохимических процессов лишь от одной только мысли. А теперь вопрос к вам. Случалось ли у вас, что одна мысль настолько сильно влияла на ваше самочувствие, что вы буквально ощущали это в теле? Расскажите в комментариях. Мне будет интересно узнать ваши истории. Если вам интересны такие темы, подписывайтесь и ставьте лайк. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующем видео.